Продолжаем рассматривать инструменты архитектурного моделирования. И продолжаем дальше опять работать с инструментом стена. Здесь, когда мы выбирали инструмент стена, то мы выбирали обычные стены, мы уже рассматривали составные стены. И осталось еще три элемента, которые мы не рассматривали. Давайте мы сначала построим типовую там стену, чтобы у нас она была. И с типовой этой стеной и посмотрим, как работают другие инструменты, которые у нас называются так: витраж, витрина и наружное остекление. В чем тут разница между этими инструментами? Витраж — это получается у нас такая стеклянная стена без разрезки и импостов. Дальше наружное остекление — это стеклянная стена с стандартными схемами разрезки. А витрина еще дополнительно имеет импосты. То есть, видите, это, наверное, самый наиболее универсальный. А это уже более усложненные элементы. Хотя мы можем один из других преобразовывать один в один и добавлять импосты, менять, передвигать. Посмотрим, как это работает. Значит, я выбираю витраж и выбираю стену, на которую хотел бы я этот витраж установить. Точно так же указываю начало, указываю конец и смотрите, предупреждение. Его мы можем проигнорировать, но значит здесь у нас получилось, что одна стена перекрывает другую. И нам рекомендуется использовать команду «Разрешить вырезание геометрии» для внедрения одной стены в другую. Давайте это мы с вами и сделаем. Для этой цели выберем стену, затем команду, вот здесь команда в разделе «Геометрия», «Вырезать». И здесь есть «Разрешить вырезание геометрии». Щелкаю здесь. Дальше выбираю стену и выбираю элемент, который я хотел бы, чтобы он вырезал стену. И на 3D виде вы видите, что получилось. Так, дальше построим следующий вариант. Следующий вариант у нас будет витрина. Витрина, тоже указываем начало, указываем конец. И вот посмотрите, витрина сама вырезает уже для себя проем. И вариант третий. Выбираем. Еще у нас осталось наружное остекление. Да? Так, и опять же замечание. Теперь выбираем стену. Разрешить вырезание геометрии. И щелкаем по стене и по тому элементу, которому мы хотели бы разрешить вырезание геометрии. Вот здесь на 3D виде мы можем хорошо видеть разницу, да, между всеми тремя вот этими элементами. И давайте посмотрим дальше, что мы можем делать с этими элементами дальше. Например, вот я выбрал витраж остекления, изменить тип. И посмотрите, что у него можно изменить. Во-первых, можно поменять у него системную панель. Системная панель — это вот этот прямоугольничек. Она задана по умолчанию с остеклением. Мы можем, посмотрите, мы можем что сделать? Поменять даже там, скажем, на сплошную, на стену там какую-то можем поменять, на что угодно. Можем ее заменить. Оставим пока так. Дальше можем поменять соединение импостов, да, чтобы оно было сплошное, вертикальная сетка, горизонтальная сетка. Мы можем компоновку поменять. Здесь стоит у нас максимальное расстояние 1000 миллиметров. Поставим, например, 2000 миллиметров. Максимальное расстояние. И здесь это вертикальная сетка. А сетка горизонтальная 2000. И также мы можем поменять тип импостов. Вот смотрите, они могут быть круглыми с разными радиусами.
прямоугольные, и даже мы можем, и потом будем мы, когда учиться делать семейство, то мы можем делать там профиль, какой нам заблагорассудится. Ну, оставим пока нет. Точно так же горизонтальные импосты нажимаем применить. И вот видите, как сетка у нас поменялась, да? Ну, я здесь вернусь назад и вертикальную сетку поставлю максимальное расстояние, равное 1000 миллиметров. Так, поменяли. Дальше, что еще? Точно так же, вот, например, мы выбираем витрину. И посмотрите, что мы можем делать. Вот здесь уже стоят, да, импосты с размерами. Точно так же максимальное расстояние, фиксированный интервал может быть здесь. Ну, все что угодно. Автоматическое вложение стоит галочка, это означает, что у нас витрина вырезает автоматически в стене для себя проем. И для последнего, да, тоже можем витража поменять что? Функцию, например, можем поставить там, где он должен стоять. Дальше точно так же фиксированное число вертикальной сетки, горизонтальной, ведь она не предусмотрена, а вертикальная у нас предусмотрена. Можем мы убрать и можем мы здесь поставить нет. И давайте посмотрим, что у нас получится. Так, ну не хочет меняться, да? Ну, мы можем пойти другим путем, поставить вот этот размер здесь панели такой, чтобы он был равен всему проему. Так, и еще что с витражом мы должны знать, что мы можем сделать. Например, нам необходимо бывает иногда, скажем, одну панель заменить и поставить здесь дверь, да? Дверь. Для того, чтобы поставить сюда дверь, то прежде всего необходимо загрузить нам такую дверь. Загружается она в библиотеке. Ну вот, я ищу здесь двери. Нахожу двери. И вот смотрите, есть дверь, двойное остекленение, да? Дверь, витраж, двойная, дверь, вот, одинарная, да? Вот я ее выбираю, открыть. И она здесь не появляется. Она появляется где? Сразу в семействах. Вот смотрите, двери, и вот дверь, витраж, одинарное остекление появилось. Теперь, для того, чтобы эту дверь поставить, то нам надо эту панель выбрать, да? Вот я выбрал, например, здесь, сам выбрал здесь витраж. И дальше я хочу в этом витраже выбрать какую-то панель. Вот я и выбрал эту панель. И могу здесь поменять ее устройство, то есть материал могу здесь заменять и так далее. Также я что еще могу с этой панелью сделать? Смотрите, когда я выбираю эту панель, то здесь появляется значок такой, что она закреплена. То есть и она запрещено изменение положения элемента. Я убрал это закрепление, и в свойствах у меня уже теперь появилась возможность поменять эту системную панель. Выбираю и вот смотрите, поставлю здесь витраж. И вот что произошло. Ну, здесь особо вроде бы ничего не изменилось, но видно, ручка появилась, да, и дверь она отдельно выбирается. Это раз. А на плане видно, да, что вот эта дверь, точно так же, видите, могу поменять направление открывания, наружу, внутрь, да, то есть здесь видно, что это поменялось у нас панель и стала дверью. Так, ну и что еще нам можно бы, не мешало бы знать? Мы можем также, например, добавить и удалить импосты, да, ну то есть можем эту сетку там ее поменять.
Можем подкреплять отдельные панельки и позаменять их на другой материал, например. Можем так сделать. Что мы еще тут здесь можем сделать? Выбрать весь витраж, нажать на эту кнопочку «Настройка расположения сетки» и посмотрите, здесь мы можем поменять. Вот здесь поменяем угол, напишем 45 градусов. Это для вертикальных элементов и для... дверь не хочет у нас там становиться, да, такая. И вот смотрите, вот, почему предупреждение возникло? Потому что у нас здесь стояла дверь, да, ну а дверь такая быть не может, да. Дальше мы можем здесь поменять вот здесь угол наклона. И вот смотрите, какая у нас сетка получилась, да. То есть тут какая фантазия нам в голову взбредет, то мы можем и сделать вот такой разрез. Итого, видите, у нас есть 3 варианта, и эти варианты мы можем редактировать и превращать именно в то, что нам в данный момент нужно. В настоящее время часто используется остекленение, то с помощью этих инструментов все, что необходимо, мы можем с вами создать. Больше здесь добавить нечего, поэтому на сегодня это будет все.